Следующий вопрос. Как на успех влияют профессиональный и личностный рост? Надеюсь, многие слышали о формуле успеха, что 85% это личные качества, 15% профессионализм. Поэтому в первом приближении, как это выглядит. Надеюсь, также многие слышали другую формулу, что успех — это что идея, люди, финансы, организационные другие механизмы. К этой формуле есть смысл добавить еще что. Если мы говорим о человеке, и это он выбирает определенную идею, ставит цель, влияет на людей, запускает те или иные процессы. Прежде чем он это сделает, он должен быть личностью, он должен быть сильным. Если он слабый, он никогда не рискнет браться за что-то новое. И для того, чтобы он был личностью, ему необходимо соответствующие знания, убеждения, ценности, определенное отношение к этому миру. Вот большую часть всех этих вопросов дают именно занятия, тренинги личностного роста, а не профессиональные знания. То есть первое — знания, убеждения, ценности, в целом отношения. То есть о чем здесь речь? Человек смотрит на жизнь. Жизнь — это что? Уникальная возможность для побед, для счастья, для познания, переживаний, для всего. Или это печальная ситуация. Жизнь — это место, где человек страдает, обижен, угнетен, бедный, несчастный и так далее. Система ключевых убеждений, отношение к себе, к своим перспективам, к окружающему миру — это одна из основ. Если изначальные убеждения говорят: родился неудачно, нет тебе ни успеха и ни счастья, все, падай, сдавайся. Если человек верит в это, все остальное в принципе невозможно. Ну а для того, чтобы человек перестроил свои убеждения, конечно, нужно поработать, нужно попрощаться со старыми представлениями, стереотипами. С одной стороны, большинство успешных людей — классная семья и первоклассное образование. Но это не все. Приличная часть людей сделали себя сами. И тому огромное число примеров, начиная с Ломоносова, но он родился великим человеком. Он чувствовал свое огромное призвание. Если человек такого не чувствует, себя нужно сделать счастливым, сильным и успешным. Все начинается с формирования убеждений, в которых заложено, что человек рождается для счастья, для успеха, для совершенствования и для побед. И у человека вот эти убеждения должны иметь огромнейшую мотивационную базу, так, чтобы преодолеть все, что против. Если у человека убеждения другие, он никуда не пойдет, он будет страдать. Если его стремление к позитивным достижениям маленькие, он немного подергается, и первые, вторые, пятые или десятые неудачи его вернут в исходное состояние, в разочарование. Поэтому убеждения должны быть таковы, которые не позволят ему остановиться. Собственно, идущий к успеху человек — это какой? Выбрал цель. И вот все. Тебя уже никто не остановит, пока ты к ней не придешь. А если уж ты от нее отступишь, то, используя все варианты, но ты выберешь другую, еще более значимую цель. И тебя опять же ничто не остановит. Поэтому система изначальных убеждений и ценностей должна быть такова, которая дает огромнейшую мотивацию для того, чтобы воспринимать мир позитивно и идти к самым высоким вершинам. Это должно быть в природе человека. Скажем, если взять систему подготовки прошлого, один из общих девизов для всех цивилизаций — слава. Стремление к наивысшим достижениям. Иди к славе на своем уровне, где можешь к наивысшим достижениям, и человека мотивирует изначально. Не серость, а величие духа. На максимум иди в своей сфере. Конечно, выполняй свой долг, но и стремись к самым высоким результатам. Профессиональные знания к этому не имеют никакого отношения. А без этого, если убеждения человека слабенькие, он в принципе не способен даже помыслить о счастье, об успехе. Второе — как личность. Одно — это знание,
чтобы знания реализовать, да, классные знания, будь успешным. А если порох в пороховницах, да, достаточно ли внутренней силы, энергии, воодушевления, да, навыков, качеств личных, да, возможностей двигаться вперед. Да, вот это личность. Человек с необходимым выстроенным там, управлением собой, внешней подачей, там, все остальные составляющие, которые делают его сильным, да, и эффективным. Профессиональные курсы, как правило, к этому не имеют никакого отношения. Да, если чуть в сторону, к сожалению, много различной информации по поводу занятий, тренингов личностного роста, что печально, когда об этом рассуждают люди, не имеющие никакого отношения к этой сфере. Ведет человек там занятия, неважно, по программированию или по бизнесу, какое он имеет отношение к сфере личностного роста? Никакого. Чего рассуждает? И говорит, главное — профессиональные курсы. Ну и веди свои профессиональные курсы. Если ты не специалист, пожалуйста, не говори зубному врачу, как ставить пломбы. Да? Веди свои профессиональные курсы и радуйся тому, что они приносят пользу. А в этой сфере, если кто-то и высказывается, как всегда в нормальных странах, высказываться должны специалисты, люди, которые получают классные результаты. Все остальные должны, в идеале, молчать и с уважением слушать. Да? Если ты не специалист, и у тебя нет хороших результатов, то лучше учись или не мешай. У тебя нет морального права об этой сфере говорить. Да? К сожалению, негативные различные там, высказывания, статьи по этому поводу встречаются. Конечно, есть везде перегибы, везде достаточно в любой сфере шарлатанов, да? Но это не отменяет как бы сути. Поэтому второе — быть сильным, да? Быть счастливым, быть пламенным. Ничего, кроме личностного роста, занятия тренингов этого не дают. Дальше. Здесь уже присутствуют профессиональные знания, идея, взаимоотношения, да, и механизмы финансовые, организационные, там, различные управленческие, там, много различных. Собственно, основные профессиональные знания находятся только здесь. Там, где нужно делать расчеты и принимать какие-либо технические и другие решения с учетом законов рынка, физики или социальных законов. Вот здесь нужен профессионализм. Все остальное во многом — это также личностный рост, хотя, конечно, взаимоотношения с людьми, но прежде всего ты человек, у тебя есть система ценностей, ты понимаешь, как разговаривать, как организованы коллективы в целом. Во многом это тоже вопрос личностного роста. Да, как относиться к людям и достигать желаемых результатов. Конечно, здесь нужны профессиональные знания, которые во многом тоже хорошо отработаны. Но если человек боится людей, их не любит, да, не понимает какие-то общие моменты, комплексует, не уверен, да, в тех или иных вопросах, да, в себе не уверен, роли жизненные брать не может, для него эта сфера недоступна. Здесь и профессиональный, и во многом личностный рост. Цели и идеи, чему посвятить свою жизнь. Во многом, что ты взрослый, пожалуйста, определись со своими целями жизни. Это тоже личностный рост. Где-то помогают и профессиональные знания, но во многом, да, вот, особенно если мы говорим о судьбе в целом, работаешь — это не вся жизнь, да, она должна быть увязана с дружбой, с личной жизнью, там, с личностным ростом, с наслаждением от жизни. В большей степени это тоже вопросы личностного роста, понимание ключевых закономерностей, да, умение и ставить цели на уровне расчетов, умение работать с своим внутренним миром, чувствовать, да, эта цель дает тебе наслаждение, да, что, исходя из этого, нужно делать, если огня в душе мало. Это тоже вопросы личностного роста. То есть большую часть всего, что необходимо для успеха, дают именно занятия тренинга личностного роста. Но хотя, с другой стороны, нужно также отчетливо понимать, и хороший человек, и даже шикарный человек — это не должность. Это обязательное условие для того, чтобы профессиональные знания работали и приносили ему пользу в виде карьеры и в виде финансового того или иного эквивалента. Поэтому желательно, да, эту формулу понимать. В данном случае мы ее кратко рассмотрели.
ценить и для себя принять соответствующие решения. По этим составляющим, какие у вас показатели зачетные, личностные, профессиональные, а над какими еще нужно работать, и готовы ли заплатить соответствующую цену, чтобы получить те дивиденды, о которых мы говорили здесь и на предыдущих занятиях. Спасибо.